Приветствую вас, я Оксанита. Сейчас я хочу рассказать вам про книгу, которая 11 лет назад спасла мою семью. Я уже 19 лет замужем, уже 20-й год пошел. И эта книга называется «Пять языков любви». Написал ее Гарри Чемплер. Это удивительное знание, это удивительная суть. И сегодня я вкратце расскажу. Есть всего 5 языков любви. И очень важно понимать, какой язык любви у моих близких, какой язык любви у моих детей. Потому что каждый из нас разговаривает на своем языке любви. Их всего 5. Первый язык любви – это прикосновение. Второй язык – слова одобрения. Третий – качественное время. Четвертый – подарки. И пятый язык – это служение, помощь. Почему так важно знать язык любви своего партнера? Почему так важно знать язык любви своих детей? Почему важно знать свой язык любви? Потому что, когда я знаю, какой мой язык любви, я с уважением, почтением отношусь к нему. Я могу рассказать своему любимому: дорогой и любимый, у меня вот такой язык любви. Таким образом, облегчить наши отношения. Потому что, вот, например, у девушки язык любви подарки, а у мужчины язык любви, ну, например, одобрение. И он ее постоянно одобряет: ты такая умница, ты молодец, ты классная. Но подарки ей не дарит. И знаете, и она ходит несчастная. Он меня не любит, я ему не нужна, он мне никакие подарки не дарит. Ну, а она его же любит, и она его подарками задаривает, она ему то подарила, это подарила. А ему это не важно. Ему важно, чтобы она ему сказала: ты мой рыцарь, ты мой герой, я в тебя верю, да у тебя все получится, ты удивительный. Понимаете? И они ходят друг на друга, обижаются, потому что она его любит своим языком любви, а он ее любит своим языком любви. И поэтому очень ценно быть исследователями, смотреть, изучать свои половинки. И про эти 5 языков любви, какие именно они, что входит в эти языки любви, я расскажу вам в следующем видео. Это будет очень интересно. Я расскажу про наши языки любви с моим мужем. Я, честно говоря, когда прочитала это, когда я читала книгу, я была так удивлена. Типа, ну нет, ну как же так? Ну неужели язык любви такое тоже бывает? У меня было такое, как бы с одной стороны разочарование, а с другой стороны произошло такое полное принятие. Мне стало понятно, что происходит в наших отношениях. Я начала видеть, что на самом деле мой муж меня очень даже любит. И он к этому прикладывает, но просто массу усилий. Просто я не поняла, что он любит меня на своем языке любви. И об этом я уже расскажу в следующем видео. Благодарю за внимание. До скорой встречи!